Химчистка – это не здание с вывеской, куда нужно ехать на автобусе. Химчистка – это мощный и функциональный пароочиститель, который стоит в шкафу и всегда готов прийти на помощь, привести в порядок одежду, обувь, ковер и даже кота. Знакомьтесь, Дирма Демба 700 – паровой и моющий пылесос с 3 режимами работы, включая подачу пара и с кучей насадок на любой вкус, даже скребок для окон в наличии. Питается от сети, стоит недорого, но насколько эффективно работает, неясно. Попробуем разобраться в фирменном обзоре Best Robot. И вот перед нами коробка с надписью «Машина для очистки тканей высокотемпературным паром». Посмотрим, что внутри. Пылесос с установленными контейнерами и шлангом. Широкая насадка с пучковой щетиной. Называется веер. Распылительная головка, на которой написано «Осторожно, пар». Полукруглая щетка-расческа, так ее называют в инструкции. Думаю, с ее помощью удастся помыть кота. Нет, навряд ли. Продолговатая насадка для обуви, скребок для окон с узким всасывающим отверстием, стойка для хранения насадок, крепление для шланга. Они устанавливаются на корпус пылесоса, всего 4 штуки. Книжечка-инструкция с характеристиками и прочей информацией. Все на русском. Краткое руководство, объясняющее, из чего состоит машина и как ее собрать. Устройство такого типа приезжает к нам впервые, поэтому судить о комплектации сложно. В наличии самые разные насадки. По идее, они могут решать самые разные задачи. Характеристики этой модели вывожу на экран. Показатели мощности впечатляют, объем резервуаров солидный. На маркетплейсах Buy 700 стоит до 20 тысяч. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Дирма Демба 700 сочетает элементы старого и нового стиля. От скругленного металлического корпуса веет ретро-футуризмом, но прозрачный шланг и пластиковая рукоять явно намекают, что пылесос современный. Резервуары размещаются по сторонам от рукояти. Резервуар для чистой воды можно определить по характерной надписи. Он не открывается, можно только добавить воду через горловину небольшого диаметра. В контейнер помещается 1600 мл. Резервуар для грязной воды тоже подписан. Отработанную жидкость можно слить через отверстие под пробкой, либо можно извлечь блок с фильтром и поплавком, промыть всю конструкцию и заодно резервуар прополоскать. Полезный объем 1400 мл. Шнур питания с системой автоматического сматывания. Достаточно нажать кнопку, и он самостоятельно заползет в корпус пылесоса. На подошве находим колеса и 2 опорных ролика. Диаметр небольшой, рассчитаны на движение по твердым покрытиям. В разъемы по бокам устанавливаются держатели шланга. Просто зажимаем до щелчка, ничего сложного. Точно так же нужно закрепить стойку для хранения насадок. Фиксаторы жесткие, поэтому задействуем русский метод. Теперь шланг красиво, как удав, обвивает корпус пылесоса, а насадки занимают отведенные места. Все готово к сражению с ужасами вашего дома. Но перед началом очистных мероприятий стоит получше познакомиться с насадками. Насадка номер 1. Для обуви. Как нетрудно догадаться, с ее помощью можно почистить кроссовки. Удлиненная форма помогает влезать в труднодоступные места. Насадка номер 2. Щетка-расческа. У нее полукруглая головка с 3 форсунками и такая же жесткая щетина. Судя по описанию, она подойдет для чистки меховых материалов теплой или горячей водой. Насадка номер 3. Распылительная головка, предназначенная для паровой обработки разных поверхностей. Ее вы будете использовать чаще всего. Насадка номер 4. Веер. За счет своей ширины и большого количества щетины она одновременно обрабатывает большой участок поверхности. Работает с водой или паром. Или так, если нужно поддать парку.
Но главная особенность веера в том, что его можно превратить в насадку для мытья окон. Для этого нужно снять полотно со щетиной и на его место установить скребок. Принцип работы у всех насадок одинаковый. Подают пар или воду и тут же всасывают грязную жидкость в отдельный резервуар. Для управления этим монстром используются кнопки под рукоятью, а чтобы вы ничего не перепутали, сразу же прилагается инструкция. Когда нажмете кнопку питания, вы услышите приветствие. Добро пожаловать и приятного использования пароочистителя Дирма. Настраивает на оптимистичный лад. Но если не любите говорливую технику, просто зажмите эту кнопку на 3 секунды. Голосовые подсказки выключены. Кнопка со стрелками отвечает за переключение режимов, коих здесь 3. Пар обозначен красным индикатором. Горячая вода. При выборе этого режима загорается желтый индикатор. И теплая вода. Белый цвет индикатора. В процессе нагрева кнопка мигает, а затем начинает гореть ровно. Значит, можно включать насадку. Паровая стерилизация. Пригодится для уничтожения микробов, чтобы не было неприятного запаха. Еще есть функция самоочистки, при выборе которой пылесос дает подробную инструкцию, что делать. В режиме самоочистки снимите насадку и зафиксируйте кнопку выхода воды. Добавьте лимонную кислоту в резервуар для чистой воды. Долейте воду до максимума и встряхните для растворения. И, само собой, вы постоянно будете использовать кнопку на рукоятке. Она отвечает за подачу воды или пара. Здесь же находится тумблер для ее фиксации. Например, если вам нужно поливать весь рабочий цикл и вы не хотите постоянно зажимать кнопку пальцем. Пароочиститель достаточно мощный, но шумит не так уж сильно. Чуть сильнее, чем робот-пылесос. Теперь приступаем непосредственно к полевым испытаниям, а для этого придется принести в жертву ковер. Выглядит как абсолютнейший кошмар. Надеюсь, Дирма справится, иначе придется покупать новый ковер для тестов. Для решения этой задачи я использовал насадку под названием веер с подачей горячей воды. Она разбрызгивается на ковер и тут же всасывается в раструб, а механическая обработка осуществляется за счет пучковой щетины на насадке. На работу с этим пятном у меня ушло 3 минуты, причем без использования моющего средства, только чистая вода. Поверхность ковра стала полностью однородной. Можете сравнить результат до и после. Еще одна распространенная задача – чистка мягкой мебели. Здесь пригодится распыляющая головка и режим подачи пара. Хорошенько отпариваем поверхность. Затем проходим поверхность щеткой. Снова отпариваем, снова прочесываем и повторяем этот цикл многократно. Не могу сказать, что кресло было сильно грязным, но во всяком случае выглядит оно свежее. Проводить такие процедуры рекомендуется летом, чтобы можно было выставить мебель на балкон для просушки. Насадка с распылительной головкой способна и на большее. Предположим, вы посмотрели 2-й сезон «Безработного» и от удивления пролили на подушку какой-нибудь сок. Все, ситуация безвыходная и это конец? Конечно же нет, отвечает Дирма DM by 700. Включаем горячую воду и методично вводим насадку вперед-назад. Поливаем, чистим, повторяем процедуру многократно. За 2,5 минуты подушку удалось отмыть полностью, следов сока не осталось. Сравните состояние до и после. Не забываем, что среди прочих у нас имеется насадка для обуви, а кроме этого, видавшая виды кроссовка. Такое впечатление, что в ней бежал Форрест Гамп. Попробуем немного оживить ее с помощью чудо-пылесоса. Поливаем горячей водой, чистим щеткой и собираем грязь. После чего многократно повторяем процедуру на всех участках многострадальной кроссовки. Узкий носик насадки добирается до каждого закоулка, а жесткая щетка убирает присохшую грязь. Для улучшения результата обувь можно обдать паром. Въевшиеся загрязнения без моющего средства устранять тяжело, но даже так удается добиться многого. Кроссовки выглядят гораздо лучше. Наконец-то появилась какая-то контрастность между белым и черным. Старина Форрест может снова бежать. Но и это еще не все, ведь с помощью насадки-расчески можно отпарить кота. Да-да, отпарить кота. Согласно современным трендам, он стал черным. Попробуем вернуть ему привычный вид. Отпариваем шерстку и прочесываем жесткими ворсинками насадки. Таким образом обрабатываем всю доступную поверхность. Шерстка заблестела, глаза довольны. Сразу видно, что коту понравилось. Но теперь его нужно отправить на просушку без вариантов. Посмотрим, как покажет себя веер в сочетании со скребком.
Сильно загрязненное окно уже давно мечтает о том, чтобы его кто-нибудь помыл. В отличие от роботов-мойщиков окон, Dirma Dembay 700 не требует подготовительного этапа сухой уборки. Сразу же жестко мочим и собираем грязь скребком. Единственное подготовительное мероприятие – не забудьте подстелить под окна какую-нибудь тряпку, потому что разбрызгивать и собирать потоки жидкости одним движением вы не сможете. Для качественного мытья поливать придется обильно. Скребок хорошо собирает воду и грязь, и за пару минут я легко управился с одной стороной створки. Из минусов внизу все равно остались небольшие разводы, а вверху я банально не смог достать, поскольку длина шланга 170 сантиметров. Чтобы добраться до верхнего края рамы, пылесос нужно ставить на какую-нибудь стремянку. После уборки нужно слить грязную воду. Обратите внимание на ее цвет. Такое впечатление, что промываешь кофемашину. Элементы бачка желательно почистить под краном, чтобы не было неприятного запаха. Насадки тоже нужно разобрать и промыть. Снять шерсть и волосы с щетины. Также необходимо провести самоочистку, во время которой пылесос прогонит через систему горячую воду. Подведем итоги. Dirma Dembay 700. Первый пароочиститель, побывавший в лаборатории. Сравнить его не с чем, поэтому просто опишу впечатление. Пылесос, как и заявлено, выдает пар и горячую воду. Причем она конкретно горячая, кипяток. Результаты на ковре меня удивили. Не ожидал, что его удастся отмыть настолько хорошо, еще и без моющего средства. Чистить обувь удобнее, чем стирать в раковине. Результат порадовал. На подушке даже следы сока удалось отмыть, а вот с мытьем окна ситуация неоднозначна. Во-первых, не хватает длины шланга. Во-вторых, под окно надо что-то подстилать. В-третьих, все равно остаются разводы. Думаю, с этой задачей проще справиться консервативными методами. А в остальном очень полезная вещь. Натуральная химчистка у вас дома. На этом у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и нажал лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров.